Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию видеообзор модели Edifier D12. Она перед вами, демонстрация видео там. Модель отличается современным содержимым, всем излучателями, концептом и интерфейсами, разумеется, тоже. Давайте вскроем ее и посмотрим, что там есть хорошего. Вау. Она перед вами. Давайте-ка подробнее. В коробке находится, собственно, сама эта акустическая система и некие аксессуары. Вот, например, набор кабелей я вижу. 2 RCA на 2 RCA и 2 RCA на мини-джек с позолоченными контактами. Все, что приятно, как бы. Кабель сетевой не отключаемый. Пульт дистанционного управления. И мануал, инструкция по эксплуатации, очевидно, напомню, дело происходит в Евросоюзе, поэтому очевидно для местных жителей. Давайте я выму колонку и продолжу рассказ. Итак, колоночка перед вами. Я вскрываю, с вашего позволения, ее, с тем, чтобы вести дальше свой увлекательный рассказ. Вот так вот оно выглядит. Здесь еще налеплено что-то. И вот она перед вами. Снимается ли гриль? Снимается гриль. С усилием, но снимается. Перед физической силой ничто не может устоять. Вы видите, из чего он состоит. Довольно изящно, надо сказать. Защищает динамики от механических воздействий, от пыли и так далее. Давайте-ка я сделаю ближе. Итак, на передней панели вы видите 2 порта фазоинвертора, 2 динамика. Разделены ли они, я не знаю, попробую выяснить. По объему, в смысле. 2 твиттера. Окошечко для инфракрасного дистанционного управления, датчик. Сверху мы видим следующее. Уровень громкости и переключение входов осуществляется на нажатие вот эту кнопку. Это регулировка высоких частот. Не вижу фиксированной средней точки, честно говоря. Возможно, она есть. И низких частот. На задней части этой акустической системы мы видим панель металлическая, заподлицо утопленная. Вот несъемный кабель питания, как я говорил. Line out. Выход это для подключения либо сабвуфера, либо активных еще каких-то колонок. Так, по крайней мере, указано в мануале. AUX-in, то есть акустический вход, и line-in. То есть они отличаются, скорее всего, чувствительностью, как это обычно делается в мультимедиа колонках. Ну и включатель питания, понятно, тоже. Давайте я вам покажу сразу пульт дистанционного управления. Он выглядит вот таким вот образом. Аккуратно упакованный. Вот такой вот пульт. Он имеет, вы видите, органы управления включения, управления плеером, управление звуком, выбором входов и так далее. Ну, обычные функции. Ну, очевидно, где-то батарейка тут вот здесь вот есть. Предлагаю ознакомиться с параметрами, которые заявлены на эту модель в документе, предоставленном производителем Edifier. Вот перед нами служебный документ Edifier об этой модели Edifier D12. Вот вы видите, как она смотрится в интерьере. Вот ее основные фичи, опции. То есть это и основной вход Bluetooth 5.0 версии используется, и деревянный корпус, что приветствуется аудиолюбителями, и беспроводной пульт дистанционного управления, и digital сигнал процессор, который управляет разделительными фильтрами и прочим. В звучании этой системы, кстати, выполнено усиление на микросхеме Texas Instruments 5805 известный. Она имеет 2 канала по 23 Вт при построении биампинга в этой системе.
по 23 ватта подаются на все эти динамики, и в сумме это каким-то невероятным образом получается 70 ватт. Здесь, кстати, объяснены остальные опции касательно этой системы, то есть это и 4-дюймовый вуфер, и 3/4 дюйма твиттер. Вот как входы подключаются, набор входов мы уже рассмотрели, но тем не менее здесь он показан, здесь внешний вид, здесь динамички эти, вот два цветовых решения, которых выпускается эта модель. Вот параметры ящика, ее комплектация и размеры, и вес, кому интересно. Вот сравнение этой модели с какими-то очевидно популярными собратьями, это Eclipse, Marshall и Philips. Можно убедиться, что наша SML лучше, и Edifier Passion of Sound. В мануале по эксплуатации детально написано, что им можно, что не нужно делать с этой системой. Опять же, описана комплектация, органы подключения коммутации, в частности, органы управления сверху, которые находятся, пульт дистанционного управления подробно расписан, и как в нем менять батарейку, если что, как подключать различные устройства и в розетку, как переключать режимы работы, как переключать входы, как пользоваться переключением входов из пульта, из самой колоночки. Можно пультом не пользоваться. На пульте только есть уникальные кнопки. Это выбор пресетов, то есть кино и музыка. С колоночки их переключать нет такой возможности. Ну и параметры этой системы при организации бямпингом на требл, на твиттеры идет по 15 Вт и по 20 Вт идет на басовые динамики. Частотный диапазон 54 Герца начинается. Я, кстати, проверял, действительно похоже на правду. Входы имеются AUX, то есть аналоговые, и Bluetooth. Имеется линейный выход. Ну вот, вы видите, перед вами это все расписано, такие дела. При включении питания загорается индикатор, сигнализирующий о подключенном в данный момент входе. Зеленый цвет, зеленый светодиод, очевидно, иллюстрирует аналоговый интерфейс. Синий Bluetooth, естественно. И зеленый опять аналоговый интерфейс, которых здесь два, как я уже говорил. Регуляторы тембра имеют не ярко выраженную, однако фиксированную среднюю точку, что, на мой взгляд, очень важно, чтобы можно было, не глядя, установить коррекции в среднее положение. Акустический резонатор состоит из двух раздельных камер, двух блоков. Один блок перекрыт, работает на этот динамик, этот порт, и второй блок этот динамик и этот порт. Таким образом осуществляется стереораздел даже на самых низких частотах, и динамики не противостоят друг другу в стереорежиме, когда сигналы могут быть разные, они бы в одной камере, допустим, компенсировались бы. Так что здесь этого не происходит, здесь совершенно четко колонка разделена на две автономные секции. Мы это можем увидеть, вот, например, из вот этого видео, где я разобрал колонку. Для того, чтобы в этом убедиться, я сначала подавал сигналы на этот динамик, потом на этот. Вроде бы мне показалось, что все-таки какая-то связь между ними есть. Однако в итоге оказалось, что есть реальная перегородка и реальные две автономные камеры одинакового размера, одинаковой конструкции совершенно, одинакового тюнинга, очевидно, совершенно. Динамики выполнены по новым технологиям с использованием приличных материалов, уверяю вас. Вам понравится звучание этой колоночки? Мне она тоже понравилась, я ее многократно поиспользовал. Да, хотел еще рассказать о... Давайте вернемся немного к пульту, пульт дистанционного управления. Он выглядит вот так. Имеет вот эти кнопки, которые вы здесь видите. Вот так, наверное, я вам покажу. Управление неким плеером, включение. Вот это пресеты два есть. Это кино, а это музыка. Надо сказать, что в киношном пресете звучание становится довольно попсовым, своеобразной частотной характеристикой, поэтому музыкальный сигнал, музыкальный пресет более предпочтителен. Также вы видите здесь переключение входа и временное отключение звучания. Пульт называется RC12D. А сейчас давайте я вам предоставлю возможность послушать, как работает эта стереоакустическая система. Сначала, как звучат на ней барабаны.
А теперь как звучит на ней мой старый набор треков. Я уверен, что она найдет своего пользователя, потому что вещь актуальная, современная, красивая, ну, довольно громкая, надо сказать. Вот. И как видно из картинок, которые прилагаются к описанию этой системы, она может найти своих потребителей и среди исполнителей, гитариста, например, какого-то, инструменталиста иного, среди любителей музыки, для подключения к телевизору, еще чего-либо. Хорошая, многофункциональная современная система. Итак, нет, я не рекламирую еще раз, то есть, чтобы не было тут такого. Мне она не нужна, например, у меня большие колонки есть. Поэтому все должно быть по месту. Так вот, для этой системы места в нашем социуме значительно больше, чем для моих больших колонок. На этом прощаюсь, за всем пока. Auf Wiedersehen, дорогие мои.